Приветствую вас, друзья, на своем канале. У меня сегодня видео про этот замечательный сорт, который появился у меня, где-то года полтора назад. Это сорт, который мы все называем Карина. Торговое название у него Золотая река, Golden River, Африканский закат, African Sunset или African Sunset, все по-разному говорят. Девочки, знаю, что многим из вас сорт этот нравится. Мне он тоже нравится, но у меня есть к нему некоторые вопросы. Что могу вам сказать по поводу этого сорта в моем уходе? Красивый, действительно золотой цвет вновь распустившегося бутона. Посмотрите, какой красивый, яркий. Губа необычная. Очень хорошо она прям сочетается с петалиями. На петалиях такой, знаете, золотисто-розовый цвет. Он такой, знаете, смешанный. Но все, у кого есть этот сорт, все подтвердят, что это сказка. Но когда цветок уже подцветет, он приобретает вот такой цвет. Может, девочки, у вас не так сильно она выгорает, как у меня. У меня солнечная сторона. От нее остается только акцентная губка. В общем, вот так вот она распускается красиво. И так она в продолжении своего цветения вот такой она остается. Девчонки, у меня в этот раз, в этом сезоне, два цветоноса. Видите? Они у меня такие, как не спадающие. Я, конечно, ожидала здесь взрыв цветения, ждала эмоций. Люблю, когда каскады. Ну, вот как-то она у меня не шибко-то разживается, раздабривается на большое количество бутонов одновременно. Может, что-то не так я организую ей в уходе. Ну, каскады у нас не получается. Между нами, девочками, пока не получались каскады. Вот смотрите, на этом цветоносе она сначала дала 4 бутончика. Видите? Не знаю, девчонки, наверное, плохо видно. Это уже мы отцветаем. Вот я сегодня смотрю, она уже начала отцветать. Мне стало грустно. Думаю, покажу вам все равно эту красотку. И дорастила вот еще кончик цветоноса. Посмотрите. Раз, два, три. Еще 3 бутона. В общем, у нас будет вот такая вот удочка. И действительно удочка. Я ничем не поддерживаю. Цветок крупный, девочки. Сантиметров, наверное, 8, я думаю, что да. Сантиметров 8 есть. Если расправить, да, где-то так. Очень она нежная, она интересная, но жадничает на бутончики. Насчет посадки. Посадка у меня в двойной горшок. Вы видите отверстие в том внутреннем горшке. Посажена она мох, кора, уголь, что там еще? Не знаю, насчет керамзита или пеностекла. Наверное, навряд ли. И насчет кокосового волокна. А давайте мы достанем. Поближе посмотрим. Я уже не помню. Да, есть кокосовое волокно, девчонки. Вот, смотрите. Кокос присутствует. И она, кстати, как сумасшедшая растит корни. Девочки, сорт любящий. Посмотрите, вот осенью любящий растить корни. Осенью я ее вместе с вами пересаживала. Помните, мы ее вынули из горшка, и корнями она повторила форму горшка. Такая была интересная картина. Прям ножки горшка. И посмотрите, она опять выращивает туда свои корни буквально. Ну, сколько месяцев прошло, девочки? Смотрите, давайте посчитаем. Сейчас апрель. Апрель. А это был, наверное, октябрь, ноябрь. Слушайте, за какие-то там пару месяцев. Ну, очень быстро корневая растет, неимоверными темпами. Листовая розетка тоже наращивает она ее замечательно. Вот у меня новый лист. Я пытаюсь ее вот так лучше будет, но она падает, надо придерживать. Новый лист растит.
Листья растит с удовольствием, корни растит с удовольствием. Цветет тоже с удовольствием. Но видите, как цветет, девочки. Вот на этом цветоносе раз, два, три, тоже 4 бутончика, один доращивает. Ну, хотелось бы, чтобы она уже как-то... Я здесь ставлю, чтобы она не слетела. Хотелось бы, конечно, от нее увидеть более пышного цветения. Девчонки, напишите в комментариях, у вас там она как цветет. Тоже вот так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7. Раз, два, три, четыре, 5. Ну вот максимум. У меня больше не было. Так как кустик молодой, ну если это 2-й год у меня он, может быть 3-й. Но уже, видите, пересаживала. А пересаживала, потому что корням уже некуда было расти. Просто заполнила весь она объем горшка предыдущего. Я вот так достала. Есть видео на канале, я дам ссылку на него под этим видео. И просто вот пересадка, когда вот я достала вот так вот, там просто были вот так ножки горшка. Она повторила все контуры вазона своими корнями. Ну, оно прикольно, но она как-то больше по вегетации. Ну вот, видите, она красивая, она нежная, девочки. Советую, покупайте. Несложная в уходе, но немножко жадничает. Ну почему ты жадничаешь? Ну дай нам каскады красивые. И видите, каскад не получается, у нее вот как-то они в растопырку все растут, эти цветочки, в разные стороны. Хотя у меня на нее попадает свет с окна. Вот так вот, прям вот так. Она стоит напротив окна на стеллаже. А потом досветка в вечернее время, как бы казалось бы. Но может быть с возрастом она, когда станет старше, будет охотнее наращивать бутончики. Но пока что... а пока мы от нее цветения не видали пока. Пышного, обильного. Ну, как-то вот так, девчонки. Ну, вот, казалось бы, я думала, что 2 цветоноса, ох, как мы будем зажигать. Ну, не случилось. Немножко я разочарована. Все-таки, знаете, как и корневая сильная. Девочки любят попить. Это вам, не знаю, вы заметили, нет, но любят попить. Я стараюсь не сильно ее прям так держать, сильно влажную. Ну как? Она влажная. Я проливом поливаю, я не замачиваю. Поливаю проливом. Сейчас вот я побрызгала. У меня утренний обход орхидей. И я по утрам, когда солнышко, именно солнечный день, я их из пульверизатора обрызгиваю водичкой. Сейчас добавила немножко перекиси водорода. И, короче, побрызгала. И поливаю сюда, да, по краю горшка. И вот где-то наливается водички. Видите, еще плотный горшочек. Но там уже нет воды. Я вчера промывала кашпо, потому что там уже зелень образовалась, я этого не очень люблю. И вот корни, которые проросли вот в ножке горшка, они потом ту водичку, которая там снизу остается, они ее прям так с удовольствием подтягивают. И она, кстати, просыхает быстрее остальных. Кариночка. Африканская это наша Кариночка. В общем, девочки, я хожу, любуюсь на этот красивый цветочек золотистый. Он действительно... Пока он еще такой, потому что, думаю, через пару дней, может быть, через неделю он станет вот такой светлый, уже не такой привлекательный. Конечно, хотелось бы, чтобы она всегда была такой красивой, привлекательной, золотистой, оправдывала свое название Golden River. Ну, уже как есть. В общем, девочки, напишите свои отзывы об этом сорте. Я смотрю, как-то она была одно время популярная, но сейчас мало видео с этим сортом. Девочки, вы там что, разочаровались и молчите? Я надеюсь, что она после отцветания, когда уже вот эти все бутоны раскроются и отцветут, не засушит цветонос свой, а может и засушит. Вот предыдущие цветоносы она засушивала. Кстати, она вот и лист растит, и корни поразбуживала. Видите, вот была перетяжечка. Закуклен был корень, вот она его только один, по-моему, разбудила. И ложится, девочки, видите? Ну, плюс то, что цветоносы, конечно, тянут ее. Ну, как большинство орхидей, мы укладываемся в горшочки. Вот были старые цветоносы, видите?
Один. А где же еще цветоносы? Я, видимо, что-то там ее обновляла, я уже не помню. Или она только на один цветонос в прошлом сезоне цвела. Эх, все не упомнишь, ребят. Ну, нравится мне листовая пластина, хорошее состояние. Когда хорошие корни у орхидеи, то и, в принципе, и листовая пластина замечательная, здоровая. Обрабатываю ее периодически, как и всех, в основном в летнее жаркое время от вредителей. Там Актарой. Ну, как-то на нее особо вредители не садились. Именно вот на этот экземпляр не было такого. Да тут такая листовая пластина, что не угрызешь. Вредителям нет шанса. Видите? Ну, в общем, все ее узнали, все ее любят. Ну, похвастайтесь, девчонки, у кого максимум какой, кто помнит по количеству бутонов и цветов. Мне интересно. Насчет того, чтобы сбрасывать бутоны, она не сбрасывает. Нормально себя ведет. Такие у меня мини-водопадики цветочков. Ну, я этому тоже рада. Знаете, не яркая, но очень нежная. Я ее тоже обожаю. И посмотрите, вот розовинка есть на колоночке такая. Немножечко неончика. Хороший сорт. Интересный. Очень часто стал появляться. Я когда покупала, зашла, и она стоит в единственном числе. Ну, это вот 2 года назад. Я прям так обрадовалась, схватила ее. Мне было все равно, какое там состояние. Но она, в принципе, была в неплохом состоянии. Это голландец. И я притащила домой. Прям не дышала. Ну, она мне так просто была для меня мечтой. Желаемой. Вы знаете, как у нас у любителей орхидей. Вот хочу этот сорт. Схватил, притащил, приобрел, все, успокоился. Потом уже ровно, спокойно в садовом центре проходишь мимо этого сорта, ну там полюбуешься, посравниваешь, как у тебя цветет, как он там, насколько садовник постарался и выгнал цветонос, пышно, не пышно, и посмотришь, посравниваешь, в общем, такое, ну уже такого, знаете, желания там схватить еще одну, притащить нет, потому что у тебя уже есть. Все, друзья мои, всех обнимаю. Жалко, что она уже отцветает. Ну, такова природа. Ничего не бывает вечным. Будем любоваться оставшимися цветочками и ждать новое открытие бутончиков. Тут аж 3. Я уже в предвкушении. Ну, буду так болтаться. Тут у меня висеть будут снизу. Ну, ничего страшного. Все-таки вот пока вот этот цветочек... Я прям хожу и облизываюсь. Ну, такой вкусный, такой прямо золотой песочек. Все, друзья мои. Всем привет. Всем солнечного, хорошего настроения. Всем хорошего дня. Мирного неба. Всех обнимаю. Пока-пока. До встречи на канале.